Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Февраль не назовешь богатым на новые интересные проекты. И все же есть сериалы, на которые стоит обратить внимание. А вот насчет продолжения популярных сериалов ситуация более радужная. Но не будем раскрывать все карты сразу, а начнем по порядку. Поехали! Эта история отправляет нас в те годы, когда социальные сети только появились. Белль Гибсон и ее подруга Мила решили воспользоваться новыми возможностями. Они начали работать над тем, чтобы, так сказать, помогать людям выздоравливать. В итоге Белль создает целую медиа-империю. Десятки тысяч людей обращаются к ней в надежде, что ее альтернативный подход к лечению тяжелых болезней сработает. Кажется, ничто не может остановить главную героиню. Но, как мы знаем, все империи рано или поздно рушатся. «Яблочный уксус» – австралийский драматический мини-сериал. Сюжет основан на реальной истории. В основу сценария легла книга «Женщина, которая обманула мир», написанная журналистами Бо Данелли и Ником Тоскано. Главная роль досталась Кейтлин Дивер, которую мы уже совсем скоро сможем лицезреть в роли Эбби в долгожданном втором сезоне «Одни из нас». Сериал заставляет задуматься тех, кто слепо следует медицинским советам от инфлюенсеров, не имеющих отношения к медицине. Шоу, состоящее всего из 6 эпизодов, имеет рейтинг 7,2 балла. Проект рекомендован нашим подписчикам с ником Юлия Балабан. Уважаемый народом бывший президент США Джордж Маллен возглавляет специальную комиссию. Ему предстоит расследовать беспрецедентную кибератаку, ставшей причиной гибели более 3000 человек. Эта трагедия не только потрясла страну, но и поставила под сомнение систему национальной безопасности. Пытаясь докопаться до правды, Миллен и его команда сталкиваются с множеством противоречивых улик. Теории заговоров, которые ранее казались полным бредом, становятся основной линией расследования. «Нулевой день» – сериал в жанре политического триллера от Netflix. Режиссером проекта выступила Лесли Линки Глаттер, известная по работе над сериалами «Безумцы» и «Родина», за которые она получила 8 номинаций на премию Эмми. После «Дипломатки» Netflix предлагает еще один политический триллер. Звездный состав возглавил один из любимых актеров маэстро Мартина Скорсезе, оскароносный Роберт Де Ниро. Проект имеет на сегодня хороший рейтинг, который составляет 7 баллов ровно. 1880-е годы. Викторианский Лондон. Сюда прибывают Эзекия и Алек, двое друзей-иммигрантов из Ямайки. Борясь за выживание в жестком мире подпольных кулачных боев без перчаток, они сталкиваются с Шугаром Гудсоном, самопровозглашенным императором нелегального мира бокса в Ист-Энде. В этой истории замешан и преступный женский синдикат, известный как «Банда 40 слонов», действующая в Лондоне на рубеже 19 и 20 веков. «Тысячи ударов» – новый проект от британского кинематографиста Стивена Найта. Он был шоураннером и сценаристом таких сериальных хитов, как «Острые козырьки», «Табу» и «Видеть». В актерском составе Стивен Грэм, наиболее известный нам по фильмам «Большой куш», «Это Англия» и сериалам «Подпольная империя» и «Тела». И Эрин Доерти, ставшая известной после исполнения роли принцессы Анны в телесериале «Корона». Создатель шоу показывает непарадное подполье, где царят анархия и страдания бедняков. Сериал имеет вполне высокий рейтинг, который составляет 7,4 балла. Нам предлагают библейскую историю человека, который станет самым прославленным царем Израиля. А пока Давид – молодой пастух, который пасет овец у Вифлеема. Однажды пророк Самуил посещает его и по велению Бога помазывает юношу на царство Израиля. Но сейчас Израилем правит Саул. Он был отличным воином, но по характеру был вспыльчивым и подверженным приступам ярости, меланхолии, ревности и подозрительности. Когда один царь падет, другой восстанет и станет основателем великого дома Давида. «Дом Давида» – исторический драматический сериал, созданный Amazon Prime Video. Это совместный проект американских, израильских и греческих киноделов. В актерском составе нам известен, пожалуй, только Стивен Лэнг, сыгравший харизматичного полковника в фильме «Аватар». Не стоит от сериала ждать полной точности библейских повествований. Нужно понять, что в проекте присутствует и личный взгляд режиссера на те события. Сериал по итогам трансляции первых 4 серий из 8 имеет рейтинг 6,8 балла, что вполне неплохо. На этом с новинками, на которые стоит обратить внимание, собственно все. Теперь поговорим о продолжениях. 1996 год. Женская школьная футбольная команда из Нью-Джерси отправляется в Сиэтл на национальный турнир. Но их самолет терпит крушение над бескрайними дикими просторами Канады. Выжившие члены команды остаются в сложной ситуации на долгое время. На что способен человек, попавший в отчаянное положение? Мы не так давно делали обзор на сериал «Шершни». И все же мы не можем его здесь не упомянуть, так как в середине февраля вышел уже 3-й сезон этого популярного шоу. Напомню, что проект был вдохновлен реальной авиакатастрофой, которая произошла в 1972 году. В этом сезоне к актерскому составу присоединилась оскароносная Хилари Суэнк.
А это говорит о том, что продюсеры сериала делают на этот проект ставку. И опять-таки повторюсь, не рекомендую его особо впечатлительным и тем, у кого расшатанная психика. Этот сериал имеет рекомендацию от наших подписчиков Самокат47 и UserDFG. Этот сериал – история подвигов и приключений обеспеченных постояльцев отеля. Только в этот раз в Таиланде. В отеле не рекомендуется пользоваться телефонами, но поощряется йога, массаж и сеансы в капсулах сенсорной депривации. Тема сезона – смерть. Другой, не менее важный мотив – природа человеческой идентичности. Но, как говорит одна из героинь, чем внушительнее фасад, тем больше за ним скрывается. И пребывание в отеле заставляет некоторые фасады дать трещину. «Белый лотос» – сатирический комедийный сериал режиссера и сценариста Майка Уайта. То, что начиналось как эксперимент во время пандемии, превратилось в один из крупнейших и самых рейтинговых шоу. Первый эпизод второго сезона набрал более 7,5 миллионов просмотров, а сам сериал стал самым популярным на HBO Max. В проекте удалось собрать отличную актерскую команду. Сериал удостоился множества наград, включая 15 премий Эмми и 2 награды «Золотой глобус». Так что смотрите и наслаждайтесь, но делайте это без детей. Джек Ричер – бывший майор военной полиции, который руководствуется положением устава и собственным кодексом чести. Он получает сообщение о загадочной череде таинственных и жестоких смертей членов того самого 111-го специального подразделения, где он когда-то служил. Так начиналась эта история. Теперь главный герой вынужден работать под прикрытием, чтобы спасти информатора, оказавшегося в лапах врага. Это уже 3-й сезон рейтингового сериала «Ричер», сюжет которого основан на детективном романе английского писателя Ли Чайлда «Убедительный довод». Его премьера состоялась 20 февраля на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Роль главного героя исполнил все тот же Алан Ритсон. Это напряженная, интересная, с неожиданными поворотами история. Отмечу удачный актерский состав. Сериал на сегодня имеет рейтинг 8 баллов ровно, а значит, на него стоит обратить внимание. 1923 год. Владельцы ранчо, семейная пара Джейкоб и Кара, пытаются выжить в США времен Великой депрессии, сухого закона и участившихся краж скота. Главный герой этой истории вынужден вновь взяться за оружие, чтобы защитить свое ранчо. Но есть ли место моральным принципам и семейным связям в эпоху жестокости и несправедливости? 1923 – сериал Тейлора Шеридана в жанре вестерна. Это приквел популярного сериала «Йеллоустоун» с Кевином Костнером и одновременно сиквел не менее популярного сериала «1883», к которым Тейлор Шеридан также имеет прямое отношение. Снято качественно, дорого, атмосферно. Отличный сплав старых звезд и молодых актеров. Главные роли здесь исполнили почетные ветераны Харрисон Форд и Хелен Миррен. Второй сезон, увы, будет последним и состоит всего из 8 эпизодов. На сегодня к просмотру доступны пока только 3 серии, которые можно посмотреть на стриминговой платформе Paramount+. Остальные будут выходить по одной каждую неделю. Рейтинг проекта на сегодня составляет внушительные 8,3 балла. Ну что, у меня на сегодня все. Мы и дальше будем вас держать в курсе новых премьер. А вы подписывайтесь, ставьте лайки и строчите комментарии. Всем пока-пока, услышимся!